Теперь я вам расскажу одну вещь, которая просочилась, довольно интересная. Она имеет прямое отношение к Украине. Значит, появилась информация о том, о чем говорил Трамп с Зеленским по телефону. Так вот, самое интересное, что Трамп сказал две вещи. Первое. Он сказал Зеленскому, что все те, кто говорит о том, я цитирую, что я якобы пожертвую территорией Украины, не верьте этому, это фейк. Это первое. И второе, что не менее важное, он сказал, что в вопросах о сделке с Россией мы, он подчеркнул, обязаны воздать должное украинцам, отдавших свои жизни за борьбу, свою независимость за эти 2,5 года. Вот на этом будет основана сделка. Вот были слова Трампа. Вот это говорит о том, что я возвращаюсь к тому самому известному предложению, плану Майка Помпео, который был опубликован в Wall Street Journal. Потрясающий план, он реалистичен, хотя многим он кажется фантастичным, иллюзорным. Знаете, нет, это не так, это все реально, это все исполнимо. Поэтому, учитывая, что Майк Помпео является советником сегодня, советником Трампа, то дай бог, чтобы Трамп победил, и Майк Помпео, я думаю, засучив руки, будет именно заниматься этими вопросами. Будем ждать, Борис, я очень надеюсь на это. И последний вопрос. Вот 10 числа, да, следующего месяца будут дебаты, да, между Камалой Харрис и Трампом. Как вы считаете, вернее, не так, не считаете ли вы, Борис, что здесь Трамп немного в проигрышной ситуации, потому что американцы, да и мир уже видели его в дебатах, а Камалу Харрис еще нет. Все будут ждать, что она скажет, а все знают, что скажет Байден, потому что, мы видим, да, плюс-минус все интервью, все его дебаты, знают, чего от него ожидать. А вот чего ожидать от Камалы Харрис, никто не знает. Поэтому, скажем так, все в руках сейчас демократов. Нет, я бы так не сказал. У республиканцев преимущество огромное. Во-первых, у самого Трампа лично, как у личности, огромный послужной список. Он сделал очень много выдающегося в первую свою каденцию. Очень много он сделал. Как внутри, так и за рубежом. Уделю минуту на это. Внутри страны он задействовал Keystone Pipeline, это нефтепровод из Канады в Техас, который позволил обеспечить наш внутренний рынок собственной нефтью, газом. Тоже. Почему? Потому что он еще задействовал крекинговый способ добычи нефти и газа, чего не было до него, что было заморожено. И это шло против той программы демократов, направленной на экологию, как они говорят, принося в жертву, вот именно прибыльность нашей индустрии и, конечно же, зависимость Америки от энергоносителей зарубежных стран, даже России. Я обращаю ваше внимание. Потому что до тех пор Америка покупала даже нефть из России. Так вот, с появлением Трампа в то время это все остановлено было, и Трампу удалось, благодаря еще его активной деятельности за рубежом, по направлению снижения стоимости цены на баррель нефти, контактируя, например, с саудовским королем, если вы помните, он приезжал туда, именно он добился того, что цена за баррель была снижена с $120 до $40. Это была величайшая заслуга Трампа, которая вылилась как результат превращения Америки из импортера в экспортера энергоносителей. Это была величайшая заслуга Трампа. Что касается налоговые инициативы, он начал. Ему не дали, потому что Конгресс был демократичный, там Пелоси руководила всем этим. Плюс, и тем не менее, он план объявил и начал, конечно, с самых богатых, потому что он боялся, что богатые вывозят свои капиталы за рубеж. Он хотел их остановить путем снижения налогов для них, а потом он планировал это для среднего класса. Затем Трамп, конечно же,
он закрыл границы, начал закрывать границы, забор начал строить, где-то процентов на 35-40 забор был уже построен, но ему не хватало денег, Конгресс не давал. В этом вся проблема была. И тем не менее, при нем было меньше нелегальных иммигрантов, чем при предыдущем Обаме, и я уже не говорю про нынешнем Байдене. И это внутри. А что говорить о внешних проблемах? Вы посмотрите, он начал бороться с Путиным путем, знаете, закрытия вот этого вентиля нефтедолларового. Он говорил, что нефтедоллары – это кислород Путина. Для этого он хотел снизить цену за баррель, что он и сделал, как я уже сказал, снизив со $120 до $40. Это первое. Второе. Он начал воевать с Северным потоком-2. Именно он даже бойкотировал Меркель, ту самую преступность, которая еще будет экспертами выявлена и дана на обсуждение мировой общественности, которая много вреда нанесла мировому сообществу, и не только своей дружбой с Путиным, но и многим другим. Так вот, я возвращаюсь. И тогда он начал крутить против, начал вести политику против Путина путем зажима его в получении, зарабатывания денег путем продажи энергоносителей российских. Это раз. Второе. Именно благодаря ведь Трампу известная программа «Авраамовские соглашения», которые практически разрушили арабскую стену. Эта программа по сей день работает. Это была инициатива Трампа. Я не говорю о том, как много полезного он сделал для Израиля. Перенес столицу из Тель-Авива в Иерусалим, Голаны признал частью Израиля, вот, и многое-многое другое полезного для Израиля он сделал. И, конечно же, Украина. Я вам назову, что именно при нем Украина стала получать джавелины. Именно при нем он говорил о том, что оккупация Украины недопустима. Даже сейчас, вот в эти дни, когда он борется за каждый голос, а ему не хватает как минимум 10-15 миллионов голосов, я вам напомню, сегодня его поддержка на уровне 60-62 миллионов голосов. А проиграл он в 2020 году Байдену, набрав 75 миллионов голосов, а Байден тогда набрал 82 миллиона голосов. Поэтому сегодня Трампу как воздух нужен каждый голос. Я возвращаюсь к дебатам, скажу вам, если Трамп не будет оперировать фактами, аргументами, даже говоря о том, что он будет развивать те инициативы, которые он начинал в первую свою каденцию, и развитие которым не давал Конгресс демократический, он будет продолжать это делать, он будет конкретно говорить, чем он собирается заниматься, он забьет Харрис. Тем более у Харрис нет опыта в донесении нужной информации до аудитории. До сих пор этого не было. Я понимаю, я уверен в том, что отсутствие телесуфлера, оно поможет, это будет в пользу Трампа. Потому что у Харрис нет огромного багажа знаний. Она ничем не прославилась за эти 2,5 года, будучи вице-президентом. Ничем, ни одним своим предложением конкретным, ни одной своей инициативой. Поэтому Трамп должен будет размазать ее фактами, аргументами, а не повторением того, что он делал когда-то, и он это самое, и какой он хороший, и что его тот любит, этот любит. Не надо об этом говорить и не акцентировать на ее персональных качествах. Говорить по делу, по существу, чем он может улучшить жизнь Америки. Вот тогда он победит.